Hola amigos, ¿qué tal? С вами Татьяна и Алексей. Мы сегодня отправляемся в новое интересное путешествие. Сейчас 7 утра, и куда мы поедем, вы узнаете немножечко попозже. Так что предлагаю вам отправиться вместе с нами. Будет очень интересно. Поехали! По дороге в интересное сегодняшнее путешествие делаем привал. 30 градусов жары, солнце светит, пьем водичку и двигаемся дальше. Холодненькая кола из сумки холодильник. Всегда приятно и бодряще. Так, в процессе поездки мы делаем, как всегда, остановку, чтобы перекусить. Смотрите, какие я увидела вот здесь интересные деревья. Интересные плодики, длинные такие. Если кто-то знает, что это за деревья, напишите. Ну, мы перекусили. Это арагон, кстати говоря, мы перекусили. Здесь очень вкусно. Аутентично, красиво. И сейчас мы поедем дальше. Сейчас мы подойдем к той карте, я вам покажу, наверное, что это у нас за местность. На всех остановочках есть интересные карты, которые можно посмотреть. Информационное табло. Что это у нас за горы, какие дороги. Видимо, чтобы заниматься... Получается, отсюда сандеризмом. Вот сандеризмом заниматься. Да, видимо, чтобы ходить в туристические походы. А сандеризма можно не только в нашем регионе, там или еще где-то. Но вот видите, Испания этим тоже славится. Такая у нас погода, деревья, красота. Кстати, здесь полегче, чем на побережье сейчас. Ну, где-то 26, наверное, градусов, 28. Так, немножечко для информации показываю, сколько стоит топливо. Значит, здесь у нас в Арагоне евро 48 литр бензина стоит. Ну, соответственно... И 37 я заливал раньше. То есть, получается, где-то в районе 90 евро доехать от нашего побережья до Пиренеев. Да, едем мы в Пиренеи. Я в начале этого ролика не сказала, но думаю, многие уже догадались. Едем мы в Пиренеи на отдых. Ну и проживаем мы в Ориуэла-Коста, провинция Аликанте. Так что километраж у нас составляет какой? 608 уже проехали. 608, и соточка осталась, наверное, да? Да, как раз, да. Вот, и 90, ты сказал, евро на 37, топливо. Вот сейчас я не помню, сколько там получилось. И сейчас 51. 51, Ну вот так. Так что выехали мы раненько, в 6 утра. Ну там ехали с остановками, неспешно, покушали и так далее. В общем, делали стопы, как положено. И поэтому сейчас 15:44. Нам осталось совсем чуть-чуть. Ну вот эта прогулка такая получается не напряжная. То есть вот так, да? Тем Нормально? более у нас сегодня 3 водителя, поэтому 3 водителя, да. без запарок. Кайфушка. Каждый может отдохнуть. Вот. Ну, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени за рулем. Я меньше, но тем не менее. Тем не менее, классно. Дорога хорошая, машин не так много. Утром вообще прекрасно все. Ну, а здесь ближе вот уже... Покормили неплохо. 14 евро меню Дель Диа. Ты говорила, нет? Да, 14 евро меню Дель Диа. Кстати, вот чем ближе к Пиренеям, тем дорога такая более извилистая. Так что, кто не любит серпантин, кто боится, ну, значит, это дальше, да, не ваш вариант. Да, дальше я покажу. У нас был уже ролик год назад. Наверное, будет ссылочка. Переходите, смотрите или поищите на нашем канале, если интересно. Погода теплая, 28 градусов. Ну, вот как-то так. Едем вперед.
проезжаем Каталонию, провинция Леида. Это, пожалуй, одна из самых недооцененных жемчужин Испании. Здесь нету моря, как вы понимаете, как в Барселоне, но зато есть красивые пейзажи. Горы, поля, виноградники, оливковые рощи. И все это вместе с новыми технологиями. Вот там вы видите, на горе крутятся ветряки. Это не просто красиво, но реально важно, так как Каталония активно развивает зеленую энергетику. Мы едем по дороге и это наглядно видим. Леида, кстати, знак. Про город Леида еще хочу сказать, что здесь находится один из старейших университетов Испании. Он был основан еще в XIV веке. Красивый регион такой. И тоже и оливки есть, и миндаль растет, и вот персик. Мы сейчас персики проезжали. Так, в пути мы уже 6 часов. Выехали мы сегодня очень рано. Подъезжаем к городу, который называется Леида или Еида. Это Каталония. В этом городе мы еще не были, но в самой Каталонии мы, конечно же, бывали. И место, куда мы едем на наше очередное путешествие, тоже очень замечательное, красивое. Да, это не Португалия, это не какой-то другой север Испании. Не менее интересное, не менее привлекательное, не менее зеленое и прохладное. В общем, летом там шикарно. Скоро вы все увидите, и мы в очередной раз берем вас с собой в путешествие. На очень красивую дорогу с маленькими такими туннелями, пробитыми в скалах. Некоторые носятся тут как угорелые, а внизу водохранилище какое-то. Горы шикарно красивые, виды замечательные. Дорога серпантинная, некоторые останавливаются передохнуть. Кто-то несется, но это не стоит того. Лучше ехать аккуратненько и наслаждаться красивыми видами, скалами. 16. 54 километра вроде бы как нам осталось. Очень красиво, да. Когда пролетаешь, ничего не видно, поэтому стоит проехать более подробно, медленно. Кстати, может даже останавливаться и любоваться видами. Электростанция, да? Прикольно. Все же мы решили остановиться и запечатлеть вот эти красивые виды вот этого вот замечательного, красивого, изумрудного водохранилища. Поют цикады. И уже чувствуется прохладнее, да? Дышится хорошо, нет влаги, которая у нас на побережье, тяжелого такого воздуха. Только что мы вот там проезжали вдоль вот этого красивого водохранилища. Красивые горы, травы, зелень. Просто хочу, чтобы как бы запечатлеть и немножечко так вот показать такие красивые виды. Короче говоря, мы едем, и если посмотреть по Google Maps, то вот с одной стороны водохранилища идет Каталония, с другой Арагон, и периодически дорога петляет. То мы 5 метров в Каталонии, то мы снова возвращаемся в Арагон. Вот сейчас вроде как едем по Каталонии, но там дальше будет снова заезд в Арагон и снова в Каталонию. Так, ну раз я взяла второй телефон в руки, значит, я вам покажу, как это выглядит. Вот, собственно говоря, карта. Каталония, Арагон, водохранилище.
И мы едем по дороге. Вот мы, это синяя точечка. То есть видно, что мы вот тут петляли, в общем-то. Ну и дальше как-то так вот дорога идет. Вот они, виды. И вот она карта. Очень интересно. 27 градусов. 16:37. Опять у нас Арагон. Так забавно наблюдать, когда смотришь вот карту и едешь. Вон там водохранилище. Интересно, асфальт они тоже по очереди делают? Я не знаю, но напоминание о скорости идет. И справа очень часто есть вот такие вот съезды. То есть можно, во-первых, постоять, посмотреть, передохнуть. Ну и если с автомобилем тоже что-то там кажется, то можно и... Пусть плавает. Ну что, проехали туннель? Что, температура 16 градусов показывает за бортом. Прям вот так вот раз, как отрезало. Было 27. Ну, в прошлый раз была точно такая же история. Ну что, вот и приехали мы в прекрасный городок. В целях рекламы я не буду, конечно, ну, вернее, в целях того, чтобы не рекламировать, я не буду говорить его название. То есть городок, один из городков в Пиренеях. Здесь очень много населенных пунктов. Можно останавливаться абсолютно там, где хочется, абсолютно в разном месте. Отели или апартаменты, или загородный домик. То есть это уже на ваш выбор. Ну, или на наш выбор, то есть на выбор каждого. Поэтому температура воздуха 19 градусов. Сейчас 17:29. Так, мы приехали, в принципе, еще, как говорится, засветло. Погода хорошая, зелененькая, все, дождя нет. И, наконец-то, мы отдохнем от жара нашего юго-восточного побережья Испании. От наших пляжей провинции Аликанте. Передохнем, и для этого не нужно ездить ни в Галисию, ни в Кантабрию, то есть можно и приехать вот и в Пиренеи. Ну, а тут уже выбор, как говорится, за каждым. На этом данный ролик у нас заканчивается, ну а дальше в следующих роликах вы уже увидите то, чем можно заняться в Пиренеях, куда сходить, посмотреть, что увидеть, что-нибудь интересное, познавательное и вообще как здесь живут люди и чем здесь можно заниматься. До встречи. Все, всем пока, удачи, добра, хорошего настроения, хорошего отдыха, ну и нам тоже. Увидимся дальше в следующих роликах. Адьос, амигос, чао-чао.